Большинство американцев знакомы с горой Рашмор в Кистоуне, штат Южная Дакота. Но они не знают, что этот почти 80-летний памятник имеет очень противоречивую историю. Гора Рашмор представляет собой 18-метровое изображение четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Теодора Рузвельта и Томаса Джефферсона, высеченных на склоне горы Черные холмы Южной Дакоты. Некоторые считают гору Рашмор не более чем памятником, воздающим должное некоторым лидерам нации. Однако этот памятник также является предметом пристального внимания, поскольку он был высечен на землях коренного населения и создан художником с сомнительным прошлым. До того, как гору стали называть горой Рашмор, представители народности Лакота называли гранитное образование Тункасила Сакпе-Паха, что переводится как «гора шести старцев». Когда-то давно это место было место, предназначенное для молитвы и преданности народов Лакота, Шайен и Арапаха. В конце 1800-х годов европейско-американские поселенцы вторглись на территорию Черных холмов. В результате между ними и коренным населением района начались войны. В 1884 году нью-йоркский адвокат по имени Чарльз Рашмор посетил эту местность с намерением заключить сделку и основать здесь оловянный рудник. Впоследствии гора Рашмор будет названа в его честь. Узнав о краже земли Лакота, на которой построена гора Рашмор, многие американцы не могут не удивляться. Но они также могут не понимать, что памятник, который они знают и любят, был создан членом Ку-Клукс-клана. Активный участник как Гудзон Барглум был одновременно и скульптором. Он помог создать проект «Каменная гора», в рамках которого в районе Стоун-Маунтин, штат Джорджия, были высечены лидеры конфедерации. Барглум был уволен из проекта Стоун-Маунтин за нецелевое использование средств, оскорбительный эгоизм и манию величия. После увольнения он бежал из штата и позже согласился работать над Маунт-Рашмор. Барглум технически так и не закончил свою работу. Первоначально он планировал создать скульптуры четырех президентов до пояса. В итоге он остановился на лицах и построил за ними комнату для хранения исторических артефактов. Проект был признан завершенным 31 октября 1941 года. После этого она была открыта для посетителей, хотя народ Лакота все еще был втянут в затяжную судебную тяжбу с правительством США, все еще пытаясь вернуть свою землю. Гора Рашмор и сегодня остается предметом споров. 4 июля 2020 года, когда бывший президент США Дональд Трамп планировал посетить это место, в районе вспыхнули массовые протесты активистов и коренных народов, а дорога к монументу была перекрыта. Многие протестующие и активисты призывают снести памятник, чтобы вернуть землю исконным владельцам. Другие настаивают на его расширении, чтобы в нем можно было представить народ Лакота и другие коренные племена. На данный момент неясно, какое будущее ожидает гору Рашмор. Однако большинство ученых и активистов уверены, что как можно больше людей должны узнать правду о ее истории. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.